Привет, друзья! Что происходит между США и Европой? Сегодня это выходит за рамки обычных торговых конфликтов. Европейский Союз готовит ответные меры, Япония поддерживает Брюссель, а в Европе обостряется политическая напряженность. Если договоренности с Америкой сорвутся, может начаться масштабный торговый конфликт. И последствия почувствуют не только корпорации, но и обычные граждане. От цен на автомобили до электроники. Почему фон дер Ляйен держит в запасе двойной удар и что на самом деле стоит за ее переговорами? А сейчас об этом подробнее, но это только начало. А дальше важные новости из Польши, где военные силы задействованы на границе с Германией. А потом встреча Мерца и Макрона, из которой стало ясно, у Европы новый центр силы. Смотрите внимательно, в этом видео разберем, что грозит Европейскому Союзу в ближайшие недели. Итак, Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен готовится нанести ответный удар в торговой войне с Соединенными Штатами Америки. Как сообщают источники в Брюсселе, несмотря на активные переговоры, фон дер Ляйен держит наготове противоудар, жесткие контрмеры при провале договоренностей. По данным инсайдеров, союзник Евросоюза Япония уже подключилась к диалогу с Европейским Союзом, чтобы выработать согласованную позицию против несправедливой торговой практики. В кулуарах говорят, план в деталях уже разработан, это не просто символика, а конкретные тарифы для защиты стратегических отраслей. Уже согласованной позиции Европейский Союз и Япония объединяют свои усилия, чтобы усложнить доступ недоброжелательных товаров на свои рынки. После встречи было официально заявлено, что если Соединенные Штаты Америки введут новые пошлины, Европа не будет медлить, ответ поступит незамедлительно. Внутри Европейского Союза идет напряженный внутренний диалог. Германия и Франция призывают сохранить жесткость, но при этом не терять рабочих мест. По словам аналитиков, фон дер Ляйен проводит стратегию двойного удара, мягкая риторика в публичном пространстве, но готовность к резкому давлению. В рамках подготовки к возможному кризису выделены ключевые товары от авто до электроники. Итог таков: стратегия Европы – торговаться до последнего, но ответить при необходимости. А дальше еще интереснее. Польша готова продлить жесткий контроль на границе с Германией. Это уже не временная мера, а реальная проблема для свободного перемещения в Евросоюзе. Напомню, что с 7 июля польские службы снова проверяют въезд на границе с ФРГ и Литвой. По словам министра внутренних дел Польши, эти меры были запланированы на 30 дней, но они точно будут продлены. Официальная причина – это борьба с неконтролируемым перемещением и предотвращением миграционного давления. За 2 недели уже проверили 280 тысяч человек и 134 200 транспортных средств. 100 людям отказали во въезде. Польша объясняет ситуацию как ответ на более жесткие меры Германии и заявляет, что не позволит несимметричным действиям. При этом поляки задействуют армию, тысячи военнослужащих и даже воздушные силы задействованы для усиления контроля. Это серьезное сообщение о намерениях. В Брюсселе и Берлине уже обеспокоены. Такая стратегия может нарушить принципы шенгенской зоны и подорвать доверие между странами. А пока Польша готова держать границу под контролем с мораторием на свободное перемещение, пока не увидит справедливого подхода со стороны Германии. Но не только внутри Европы тревожно. Сегодня в Пекине на саммите Европейского Союза и Китая обсуждались главные конфликты и снова углубились противоречия. На 50-летие дипломатических отношений китайский лидер призвал Европейский Союз разумно решать разногласия, но жесткий список претензий уже в документе обсуждения. Фон дер Ляйен, в свою очередь, заявил о проблемной торговой ситуации. Дефицит превысил, внимание, 300 миллиардов евро. Китайские товары с гигантскими дотациями заполнили рынок. Европейские автопроизводители, в том числе из Германии, оказались на грани риска. Представители Европейского Союза потребовали снять ограничения на редкоземельные металлы и обеспечить равный доступ к китайским рынкам. Китай уже ответил, что ему важна стабильность и призвал к сотрудничеству, но правозащитные и геополитические разногласия все-таки остались. Между тем, Европа усилила мониторинг импорта через новую систему тарифного контроля.
Некоторые аналитики фиксируют, эскалация растет, Союз балансирует между торговой защитой и возможностью диалога. В итоге саммит завершился только общим заявлением о климате, а главное, напряжение сохраняется. Европейский Союз готовится к новым ударным мерам в защите внутреннего рынка и инноваций, а Китай может ответить контрмерами. Политический расклад Европейский Союз-Китай выглядит разворотом координат в отношениях. Теперь важно, какие сигналы поступят от Брюсселя. Следующая новость может указывать на признаки надвигающегося экономического спада в Европе. В Берлине состоялся первый после назначения Мерца совместный обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Больше 3 часов переговоров на высшем уровне. Лидеры договорились действовать вместе по злейшей теме – пошлинам Соединенных Штатов Америки, которые уже с 1 августа могут ударить до 30% по европейским товарам. По данным инсайдеров, цель – это так называемая покрывающая позиция, то есть Германия и Франция вырабатывают единую линию для всей Европы, чтобы избежать хаоса и сохранить свои интересы на переговорах с Вашингтоном. Согласно источникам, компромиссов в духе нулевых пошлин уже нет, каждая сторона готовит арсенал своих мер, Германия особенно нацелена защитить автопром, Франция менее затронута, но поддерживает солидарность. Также Макрон и Мерц поручили своим министрам урегулировать спор по совместному проекту. Это разработки и производство европейского истребителя до конца августа. Кроме того, в кулуарах обсуждали координацию по защите от именно конкретных внешних угроз. Однако ключевое сообщение: в ответ на пошлины Европейский Союз готов применить меры. От компенсационных пошлин до возможных технологических ограничений. Источники, близкие к переговорам, говорят, что формулировки уже подготовлены и скоро будут вынесены на обсуждение Еврокомиссии, где Германия и Франция выступят единым фронтом. Этот шаг показывает, что новая ось Европы. Больше не Брюссель в одиночку, а мощный дуэт, готовый ответить на экономический удар. Кстати, если вернуться к вопросу недовольства Польши процессом миграции, то новые миграционные инициативы в Польше ставят под вопрос и всю традиционную линию Европейского Союза. Премьер-министр Дональд Туск даже объявил о создании нового министерского уровня структуры для борьбы с нелегальной миграцией, подчеркивая, цитата: «Миграция используется как инструмент давления, и границы нужно жестко контролировать». Как сообщают источники, близких к правительству, в новом ведомстве, которое премьер специально создает для этих целей, сосредоточены полномочия, которые ранее были разбросаны между несколькими органами. Это намеренный ход на усиление эффективности. Туск акцентировал, что речь идет не просто о формальных шагах, а о реальной политике. Цитата: «Мы восстанавливаем порядок на границе и показываем, что безопасность важнее всех рисков». По словам инсайдеров, этот шаг направлен не только на укрепление контроля, но и на демонстрацию политической силы. Таким образом, Польша снижает зависимость от решений на уровне Евросоюза, которые ранее навязывались Польше. Однако критики уже предупредили, такая концентрация полномочий может привести к ограничению прав и нормативной гибкости. В дипломатических кругах заговорили об евросопротивлении, но вопрос в том, а хотят ли страны Европейского Союза, чтобы миграционная политика стала национальным прерогативом. В итоге Туск ставит на карту собственную политическую программу, предлагая модель, в которой государство – главный арбитр, а не Брюссель. И как быстро этому примеру последуют другие страны, станет ясно через пару недель. А вот следующая новость касается уже самих отношений внутри Германии, а точнее внутри нового коалиционного союза. В Берлине ощущается нарастающее политическое напряжение. Союз ХДС, ХСС и СДПГ, казалось бы, еще держатся вместе, но внутри уже трещит по швам. Все началось с провала по назначению судей в Конституционный суд. Это важное голосование, а они не смогли договориться. Это был тревожный сигнал. Сторонники социал-демократической партии Германии обвиняют Христианский союз в подковерных играх, а в лагере Мерца считают, что уступок уже было слишком много. И вот результат: по опросам оба лагеря теряют поддержку, а альтернатива для Германии уже догоняет социал-демократов по популярности. Мерц пытается сохранять спокойствие и говорит, мол, кризиса нет, но всем ясно, если ситуация не изменится, к осени коалиция может столкнуться с серьезным внутренним кризисом.
А впереди жаркие темы, я напомню, это миграция, оборона, экономика. И если политики не найдут общий язык, Германия может войти в самую серьезную фазу политической нестабильности за последние годы. И это еще не все, дальше еще больше. Недавнее предложение от представителей ХДС вызвало широкий общественный резонанс в соцсетях. Карстен Линнеман, генеральный секретарь, требует полного отказа от выплат бюргергельд тем, кто отказывается работать. По его словам, если человек просто не хочет работать и не принимает предложение на работу, он автоматически не нуждается в соцпомощи. Линнеман добавил, что ближайшая осень будет решающей, и если государство позволит кнопкотехникам продолжать получать пособия, это может отразиться на интересах налогоплательщиков. Он уточнил, цитата: «Миллионы людей трудятся и платят налоги, и они вправе ожидать разумного использования своих денег». По его мнению, жесткие меры – это единственный способ заставить уклоняющихся работать. Он предлагает усилить контроль, ввести ограничения и ускорить пересмотр условий получения помощи. Но та ли это победа, если право на существование будет зависеть от решений бюрократов? Социальные эксперты считают, полный такой отказ от выплат солидарности может вступать в противоречие с Конституцией, а Конституционный суд уже запрещал экстремальные сокращения. Кроме того, реальные сплошные отказники – это менее 1% от общего числа получателей пособия. Позиция СДПГ и лидера фракции была сдержана, они признают необходимость борьбы с мошенничеством, но напоминают, большинство получателей помогают себе честно. Они подчеркивают, система должна быть реформирована, но социальная справедливость остается основной. И пока Христианско-демократический союз бьет в набат, правовые эксперты советуют, нужно не просто лишать выплат, а пересмотреть систему поддержки, сделать ее более гибкой и справедливой. В противном случае социальная реформа может стать поводом для политического конфликта, и этим пользуются не те, кто хочет работать, а те, кто хотят громких заголовков. Если информация была полезна, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.